Всем привет, дорогие друзья! У нас в самом разгаре медиа-день с командой Na'Vi Dota 2. И мы сейчас на связи с Роджером, потому что пока ребята занимаются своими делами, мы на фоне можем поболтать с ним о том, что сейчас происходит в Доте, о новом обновлении и всем таком. Привет, Вов, как дела? Привет, все хорошо. У меня в руках Na'Vi карта от Тинькофф. Уникальный дизайн, автографы игроков КС-состава и особая кэшбэк-система. Именно с ней вы можете копить и обменивать бонусы на игры, технику и внутриигровые предметы. Создай свою Na'Vi карту от Тинькофф. Ты не чувствуешь, что ты выпал из жизни команды и пропускаешь все самое интересное, находясь не на буткемпе? Да, конечно, чувствуется. Атмосфера буткемпа, обсуждения, этого всего не хватает в процессе. Но я подстраиваюсь, там прошу постоянно ребят, чтобы микрофон поближе держали во время обсуждений. Кого-то постоянно, дергаю. Поэтому приходится так. Ну, ты с ними 24/7 в TeamSpeak или все-таки нет? Во время игр и после обсуждения, когда я остаюсь в TeamSpeak, я слышу голоса с эхом и пытаюсь разобрать, что они там говорят. Нужна расшифровка, да? Да, Они да. тут уже предложили сделать картонную фигурку тебя, для того, чтобы чувствовать твое присутствие. Ну, вон они на фоне, ты их, правда, сейчас не видишь, но они увлечены игрой. Расскажи, у вас уже прошло несколько официалок, и, в принципе, достаточно много праков. Прогресс чувствуется? Да, есть прогресс. Мы много тренируемся, знаем, над чем работать. И самое важное, что мы не боимся тестировать что-то новое, мы не стоим на месте. Расскажи, насколько быстро вы с Ромой нашлись на линии? Пришлось ли менять что-то в мапуле, как-то подстраиваться, чтобы ваши герои стакались на линии? Это уже мем про Синтика. А ты серьезно про это спрашиваешь? А после этого будет еще один мем, next level'ный. Это байт. Да чё, Синет... Нормально все у нас. В плане мы смотрим больше на общую картину игры, не только там на линию или еще что-то. То есть наши герои прямиком зависят от общей концепции драфта, поэтому мы экспериментируем, мы не только даблами ходим, там играем под мид, там еще что-то. В общем, все хорошо. Ты говоришь мем. Столько мемов было рождено за этот месяц, что ты знаешь, уже мы как по минному полю. Поэтому имеем, что имеем. Мемы все любят. Слушай, расскажи, ты классно выступаешь, и индивидуально тебя многие отмечают, что у тебя идет игра. Это результаты командных каких-то действий, или ты как-то индивидуально сейчас много тренируешься? Много тренируюсь, как обычно, и в целом идет такой процесс, что идет, у нас много общения, много договоренностей в команде, мне с этим проще играть. То есть, когда идут обсуждения, и я четко понимаю задачу своей команды, свою задачу, и мне так общая картина видится лучше, и поэтому я понимаю, что мне делать. Нету хаоса в основном. Ну, ты ощущаешь, да, что ты на подъеме, что ты в классной форме? Да, я бы не сказал, что я прям супер какой-то форме. Это мне, моя обычная форма. Давай поговорим немножко о патче, который вышел, об изменениях, которые произошли за последнее время в Доте. Как тебе вообще последний патч? Вообще патч нравится. Очень много балансного ввели. Давно карту не меняли, мне это радует. И в целом леса сделали более-менее, зеркальными, там треугольник. Но все-таки есть маленький, как маленький такой небольшой дисбаланс, но это всегда было во всей истории Доты по поводу Рошана. То, что за Radiant он удобнее намного. В целом мне очень все нравится, вариативность героев больше стала на мою позицию. И, возможно, мы сможем удивить на играх. Угу. Ну, то есть даже изменения, которые произошли с рунами на реках, то есть они не помогли никак все-таки прийти к этому балансу сторон, обрести такой... Помогли. Руны — это самое очевидное, то, что мы давно это предполагали, что я думал, что будут появляться 2 баунти руны, но они сделали так, что просто ресы. Это тоже круто. То есть это облегчает задачу всем, что нету этого рандома, что твой мидер ходит с пустой банкой, а вражеский с хостой или ДД
всю карту крушит, поэтому тогда так интереснее играть. А что по вардам? Потому что, очевидно, Valve упростили для игроков-аматоров этот процесс, да, изменив ландшафт карты. А что на про уровне? Расскажи, как сейчас будет происходить этот процесс? Вам тут стало удобнее ставить вардики в лесу? Ты как вот саппорт опытный? Или все-таки на про-сцене этот процесс немножко сложнее, все равно нужно ухищряться, искать какие-то новые споты, чтобы не засекли соперники? По поводу вардов, но как удалили некра, то есть раньше за счет некров играли отвижно, там ломали вражеские варды, а сейчас это стало сложнее, потому что сентри заканчиваются в этом плане, я считаю, и приходится кому-то покупать гем, а гем терять не хочется, ты уже играешь осторожно, поэтому, да, вардинг сейчас в нынешнем мете очень важен, и то есть игры выигрываются в основном из-за вижена, кто первый. Если драфты более-менее сбалансированные у двух команд, то игру выиграет тот, кто там, допустим, первый нападет, или у него лучшая позиционка. То есть самый негативный вообще момент всего патча — это то, что некра убрали, да? Как ты? Не, я наоборот рад, мне это все надоело. Потому что на тебя посылаются эти некра, я ж саппорт, я ж не могу с некрами справиться, правильно, поэтому я только рад. Страдал. Хорошо, Dawnbreaker — новый герой, расскажи, как ты относишься к этому персонажу, играл ли? Не, я не играю на новых героях, которых не добавляют ЦМ. На Худвинге тоже до этого не играл, когда она была. Ну, в этом нет смысла. А играл против Dawnbreaker? Да, конечно, и с, и против. Ну, герои сломанные, очевидно. И, ну, я нейтрально отношусь, как бы. Как все новенькие, или какая-то у нее есть особенность? Да и есть особенность. У нее глобальный ультимейт, это тоже дисбаланс в игру вносит. Она супер сильный керри, фронтлайнер. То есть у нее очень много плюсов. Станет, короче, крутой герой. Его еще занерфят. Ну, естественно, всегда, наверное, так, да, когда новый герой выходит. Да. Расскажи про белку, про Hoodwink. Ты уже упомянул, что да, ее ввели в Captain's Mod. Лично ты будешь планировать ее пикать? И вообще, увидим ли мы ее на про-сцене? Да, она вроде как прикольная. Мне нравится Аганим, который, ну, очень много полезного может сделать, только вопрос, где его взять. И в целом, мне кажется, Hoodwink не такой простой герой. На ней нужно прям шарить, быть задротом, там, сыграть там минимум 100 игр, чтобы понимать хотя бы, что тебе делать, какие билды собирать, потому что пока мне это непонятно. Ну вот, как я сказал, что патч возвращает потихоньку забытых героев, и мне кажется, ну, Hoodwink в них пока еще не входит, но в моем пуле. Она еще не забыта, ее еще не вспомнили, ее еще не осознали, да? Ну, ее еще, да, ее, мне кажется, ну, кто-то боится брать, не верит в нее, и из-за этого, мне кажется, в следующем патче ее чуть еще бафнут, и посмотрим, может, вспомнят. Расскажи про старых забытых героев, которых мы увидим в новом патче. Вот, может быть, по каждой позиции, если пройтись, какие герои сейчас в мете, как ты считаешь? Можешь начать с своей позиции, естественно. Ну, как многие заметили, Никс возвращается, потому что, опять же, некров нет, и сентри заканчиваются. О да, мы заметили. Да, вот. Мне нравится этот герой. Все зависит от драфтов, то есть я ж не буду сейчас раскрывать, что у нас там заготовлено, да. То есть ты так спросила. А может быть, там на опыте других команд, что ты там уже видел, подсмотрел, что тебя, может быть, удивило в драфтах соперников, или не соперников, просто других команд из лиги? На опыте. Были ли какие-то такие? Да, все примерно дефолт пока пикают. Ну, будем видеть, да, каких-то керри необычных. Керри не знаю, но вот на четверку будет. На четверку есть вариантики, да? Будет, да. Ну хорошо, я понимаю, что все карты не стоит раскрывать, будем тогда ждать от вас сюрпризов. Ну вообще в целом, новый патч, новая мета, насколько сильно она влияет на про-сцену, насколько, может быть, команды кажутся растерянными первые официальные игры на новом патче, или это все преувеличение от фанатов? Ну, возможно, всегда так было, что когда новый патч выходит, команды, которые быстрее приспосабливаются, они, ну да, лучше играют. Видимо, те, кто еще не понимает, как сейчас игра строится, что сильно, а что нет, поэтому они, ну, немного позади. Им нужно больше времени. Вот.
Это применимо вот к сегодняшней ситуации? Конечно. Хорошо, Вов, я поняла. Спасибо тебе большое. Надеюсь, что нашим фанатам стало немножко там понятнее, какие-то советики ты им дал, и стало немножко понятнее, что будет происходить в нынешней мете. Я тебе желаю удачи в официальных играх. Даже несмотря на то, что ты не на буткемпе, мы чувствуем, что ты рядом. И болеем за тебя с удовольствием. Подожди, Спасибо тебе за запах это, шашлыка Витя. есть? Запах шашлыка? Да. Нет, пока что не чувствуется. Значит, не пока что чувствуете. Работай. Значит, сильно в меня этом там направлении. нет. Все, закрывай.